Всем привет! С вами журнал Мотоэксперт и я, Алексей Кузнецов. И в этом выпуске мы сегодня расскажем вам о главном конкуренте Bajaj Boxster. Вы узнаете историю марки ТВС, а также узнаете, при чем тут Suzuki и BMW. Ну а пока мы не начали, подписываемся на канал, ставим значок колокольчик, чтобы не пропустить все новости. Поехали! Сегодня у нас на тесте очень интересный мотоцикл. Он простой и очень недорогой. На момент съемок за него просят 137,5 тысяч рублей. Но это очень важное событие как и для нашего канала, так и для российского рынка мотоциклов в целом. Потому что это мотоцикл от индийской компании ТВС. Вы слышали о таком? А тем временем это третий по величине производитель мотоциклов в Индии. Компания была основана в 1911 году, но тогда, правда, она занималась грузоперевозками, а первый свой мопед ТВС выпустил в конце 70-х годов. Потом у них были долгие периоды сотрудничества с Suzuki, почти 15 лет они работали совместно, после чего ТВС вернулась к самостоятельному выпуску техники и ничего ни в Европе, ни в России про эти мотоциклы не слышали. Вернее, слышали и даже ездили, ибо именно индийский ТВС выпускал мотоциклы BMW G310R и G310GS. Но вот под собственным брендом компания выходит на наш рынок только сейчас. А основные продажи у ТВС на домашнем рынке в Индии, где почти 1 миллиард человек и основной транспорт, в принципе, это мотоцикл. И очень интересно, что аналогичная ситуация у компании Bajaj, которая занимает хорошие позиции на домашнем рынке, и европейский рынок ей не очень интересен. Однако в России, например, мотоциклы Bajaj очень хорошо продаются. Оказалось, что наши мотоциклисты хотят примерно то же самое, что и индийские, чтобы было дешево и надежно. Так вот, мотоциклы ТВС — это как раз такой индийский domestic market. Они созданы для тех, у кого мотоцикл — это единственное и безальтернативное транспортное средство на все случаи жизни и сезоны. Чтобы и семью из 9 детей или просто взрослых можно было перевезти, и чтобы не ломался, в принципе, никогда, ни при какой нагрузке. Сегодня у нас на тесте ТВС HLX 150X. И хочется назвать этот мотоцикл дорожным, но мне кажется, правильнее будет назвать его утилитарным. Он максимально простой. У него стальная рама, стальной маятник и огромный стальной багажник. Но очень важно, посмотрите на стальные дуги по бокам. Такую конструкцию советские мотоциклисты изготавливали, и называли ее южанка, чтобы можно было привязать к нему все, что в голову придет. Так вот, индийские инженеры решили доделать ее и сделали ее из толстых стальных труб. И сюда можно привязать кофры, ящики, мешок с картошкой, в общем, все, что придумаете. И об этом, конечно, нельзя говорить вслух, потому что формально мотоцикл двухместный, и по закону на нем ездить втроем нельзя. Но явно инженеры сделали эти площадки так, намекая на то, что сюда безопасно свои ноги может разместить и третий пассажир. Причем размер седла, как вы видите, тоже намекает на это. Седло безразмерное, я бы сказал, такой длинный, пухлый банан. В этом мотоцикле вообще слово «дизайн» имеет исключительно прикладное значение. Никаких украшательств, никто, на мой взгляд, даже не думал, как это будет выглядеть. Главное, как это будет работать. Поэтому здесь очень большие, глубокие крылья. Заднее крыло у нас свисает дополнительно, чтобы не забрасывать грязью задних пассажиров. Ну а спереди у нас намек на прошлое крыло, как у гуся. Так вот, выглядит это, конечно, несовременно, зато при езде по грязным дорогам все пассажиры долгое время останутся чистыми и сухими. Это же касается и цепи. Она, посмотрите, закрыта полностью металлическим кожухом, а это значит, что, во-первых, вам, скорее всего, никогда не придется мыть цепь от грязи, конечно, если вы не залезете куда-то в болото. А во-вторых, за счет того, что она всегда находится чистая и в смазке, ее ресурс существенно увеличивается. То есть ее, в принципе, даже натягивать придется реже, чем чем на мотоцикле с открытой цепью. Вот теперь лужа, проезжаем. Ноги сухие остаются. Вот что значит большие крылья. Реально классно. По лужам, по грязи. Можно ноги даже не поднимать.
Ну, короче, я так могу сказать. Не знаю, как там в Индии. Мне нравится с точки зрения того, что это вот повседневный мотоцикл на каждый день. Вот эти защитные дуги. Ну, кстати, не знаю, можно, конечно, и так ехать. Наверное, ногу на ногу поставил, едешь, отдыхаешь. Когда ноги затекли, не знаю, шнурки завязать. То есть в этом плане, наверное, в каких-нибудь сапогах после рыбалки самое то. Можно присесть подальше. Уже прям спортивная посадка. Ветровик, кстати, с точки зрения ветра. Ветровик что-то, конечно, отводит, но с моим ростом в 1,88 м, конечно, все мне летит в шлем. Люди пониже ростом, начинающие байкеры, естественно, будут сидеть более комфортно. Очень удобно, что есть переключение передач, пяточка дополнительная. Можно переключать передачи, не пачкая свою обувь. Звук приятный. Он и не тихий, и не громкий, но прям вот чувствуется, что мощность есть какая-то у мотоцикла. То есть явно двоих он 100% вывезет, ну и со всей провизией тоже. Так, вот кусочек у нас разбитого асфальта. Поэкспериментируем с бездорожьем. Вот так оно и будет, скорее всего. Чистый я, чистый. Ух ты, я чистый. Класс. И спину, видимо, тоже не закидала. Опа-пам-пам-пам-пам. Оп-оп-оп-оп. Мягкая подвеска, кстати говоря. Хорошо. Слушайте, хорошо прям. По управлению тоже все отлично. Ух ты ж, ох ты ж, ох, и все, прям вот вообще. Проеду, не проеду. О, класс. Слушай, для дач прям самое то будет. Подвески максимально простые, простые и спереди, и сзади. Спереди у нас классическая телескопическая вилка, сзади классический стальной маятник с двумя амортизаторами. Колеса, кстати говоря, литые, легкосплавные, 17-дюймовые, симпатичные. А главное, что размерность колес такая, что искать шины вам точно не придется. Выбора достаточно. Тормоза простые и даже примитивные. Сзади барабаны с механическим приводом. Спереди у нас плавающий двухпоршневой суппорт, диск и гидравлический привод. Ну и, конечно же, без АБС и другой электроники. И еще несколько характеристик. Снаряженная масса всего 124 килограмма, в которую уже входит 12 литров топливного бака. Дорожный просвет 195 миллиметров и высота по седлу 834 миллиметра. Ну, как видите, во мне 1,88 м, и вот прям четенько между ног помещается. Тормоза барабанные отличные. Прям подхватывает. Ну, дисковый, понятно, в паре. Очень удобно. То есть он не расхлябанный, он собранный. Прям чувствуется, что все прикручено, привинчено хорошо. Ни скрипов, ни стуков. Нет вот в подшипниках вилки. Прям очень хорошо. Подвеска достаточно мягкая. Ну, по крайней мере, для меня. Весом более 90 килограмм, ну, практически 100. То есть представить, что здесь будет ехать 2 человека, более легкие, 120-140 килограммов, он прям с удовольствием будет поедать, плюс вес какой-то. Понятное дело, что, наверное, было бы вообще идеально, если бы у него еще был хотя бы АБС на переднем тормозе, прям вот сразу же повышало бы и безопасность, и, ну, все-таки мы понимаем, что грунтовка, мало ли чего, вот, ну, вот это вот вся история. Но до такой степени легкий и управляемый, что, я думаю, это можно даже простить, оно не обязательно. Очень классный мотоцикл на каждый день для дачи, ребят. Прям мне понравилось. То есть это максимально легкий и простой мотоцикл, который подойдет как на роль первого мотоцикла, так и для пенсионеров, которым, ну, на мой взгляд, нужно просто дешево для деревни. Вообще, на мой взгляд, он всем подойдет. И
Да что греха таит, я, наверное, бы себе на дачу такой тоже купил. А еще обратите внимание на светотехнику. Здесь она полностью выполнена из лампочек накаливания, а это значит, что вы всегда сможете поменять лампочку без проблем, которые могут быть присущи светодиодным лампам. Электроника здесь вообще максимально простая. На панели приборов у нас есть спидометр, скорости и уровень топлива. И, собственно, все. И бонусом здесь идет аварийка и USB-разъем для зарядки телефона. Огромные поворотники, что, конечно же, это плюс. Простые, дешевые, но классные. Пульты ничего, могу так сказать, приятные. Ручки приятные. Зеркала, ну, очень даже неплохо в них видно. Не огромные, но при этом и достаточно обзорности в них. Прибор читабельно, понятное дело, что очень даже неплохо, но вот белая расцветка, на мой взгляд, излишняя, потому что я бы, наверное, сделал черный, чтобы было больше информации видно, лучше видно. Но кому-то и белые приборы под спорт очень даже нравятся. Ну и вот, когда убираю палец с поворотника, всегда задеваю гудок. Неудобно, конечно, вот в этом плане. Чуть-чуть бы разместить, ну, как бы, не знаю, либо поглубже его сделать. Но это уже такие мелочи, к которым можно придираться. И в эту концепцию идеально вписывается его мотор. Карбюраторный, с воздушным охлаждением, один цилиндр, один распредвал и два клапана. Все максимально просто, но есть одна очень важная особенность. На самом деле охлаждение здесь не просто воздушное, а воздушно-масляное. И хотя масляного радиатора тут нет, масло охлаждается. Как это реализовано? Посмотрите на ребра правой боковой крышки. Это не элемент дизайна, а запатентованная система охлаждения IOC, так называемая внутренняя система охлаждения масла. То есть по ребрам, проходят масляные каналы, туда масло под давлением заходит, охлаждается в этом холодильнике, и, в общем, получается, что это масляный радиатор, который интегрирован в двигатель. Все просто и надежно. По объему здесь у нас 147,5 кубических сантиметров рабочего объема двигатель, почти квадратная размерность, то есть диаметр цилиндра и хорд поршня 57 миллиметров, а степень сжатия 9,7. То есть в него заводом-изготовителем предполагается заливать 92-й бензин. Но давайте немного поосторожничаем и предположим, что он может переварить не очень качественный 92-й, и я бы даже сказал 80-й. И все это с очень маленьким расходом топлива. Производитель заявляет расход в 2 литра на сотню. В реальности он, конечно, выше, примерно это 2 литра и 200 граммов. И силовой агрегат простой, беспроблемный, и выдает наш мотор 12,2 лошадиные силы и 12,3 ньютон-метра крутящего момента. Это немного, но достаточно, чтобы разогнать этот мотоцикл до его максимальной скорости в 102 км в час. Коробка у нас пятиступка, а вдобавок к электрическому стартеру здесь есть кикстартер. Соответственно, если ваш мотоцикл простоял всю зиму в дачном гараже и аккумулятор высадился, то вы его без проблем заведете, когда вам это будет нужно. О, неплохой подхват, кстати говоря, тяговистый. 150 кубиков, 12 лошадей, а тяга прям приятная. На повышенных оборотах чувствуется вибрация, причем, понятное дело, что она есть в подножках, но и немного переходит в руль. Но она не критична, я бы назвал ее небольшим таким зудом. В общем, мотоцикл идет ровно. Вот прям никаких таких расколбасов нет. Но понятно, что это не максимальная его скорость. Но идет достаточно неплохо. Ох, как мы жужжим-то. Нас сбрасываем. Прям серьезно, как будто не 150 кубиков, а все 300. Снизу вытащит? Нет. Вытаскивает на третий 20 км в час. То есть скорости у нас достаточно большие. И это приятно. Передачи включаются очень четко. Никакого сбоя, не надо дополнительно что-то подтыкать.
Коробка работает приятно. Для начинающих водителей это прям очень важно. На 5-й передаче прям слышно, как ветер начинает дуть мне в шлем. То есть ветровик все-таки работает. Но, кстати, вот даже на 80 идет он достаточно ровно. Вообще никаких претензий нет. Ровная тяга, прямолинейное движение, вибрации как таковой особо нет. На 80 прям хорошо. А больше, собственно, не надо. Максималка, понятное дело, что 106 километров в час, но навряд ли вы будете его так насиловать. А на этой скорости и топливо меньше съедается, и не напрягает, как он едет. Ну вот я представляю, да, по отдаче 100% так и будут гонять. Очень нравится свет, он здесь нетипично большой, прям лампа так лампа. Можно отдельно поморгать дальним, функция удобная и правильная, на мой взгляд. Вот на повышенных оборотах он прям очень хорошо тянет. Нету у нас тахометра, не могу сказать, сколько это. Ну, скорее всего, в районе 3, может, 2,5. Прям нравится мне в этом плане. Ну и карп. Карп в этом плане, конечно, это очень хорошо. На даче, где топливо иногда, ну, встречается прям, так сказать, отвратительное, данный двигатель сожрет его на ура. Дозаправиться где-то, куда-то доехали, не знаю, на рыбалке, там еще что-то. Вот это, вот, на мой взгляд, самое классное, что может быть. Ну и USB, конечно, это прикольно. Неожиданно. Но навигатор-то надо куда-то ставить. Все равно каждый раз хочу нажать на педальку, забываю, что пяточка есть. Ой, хорошо-то как. Ну и еще очень важно, и это хочется обязательно сказать, что, как вы заметили, ТВС HLX 150X очень похож на Bajaj Boxer до степени смешения. Мне поначалу даже показалось, что это и есть Boxer 150, но при детальном его рассмотрении ты понимаешь, что у них нет ни одной одинаковой детали. Они похожи, как близнецы, но при этом ТВС полностью самостоятельная модель. По цене они близкие. Тот же Boxer 150 на момент съемки, а это август 2025 года, стоит 149 тысяч рублей, а ТВС, который на 100% его аналог, сейчас продается за 137 500. Разница кажется маленькой, но для покупателя таких мотоциклов это существенно, это почти 10%. А почему эта разница вообще существует и у таких мотоциклов, похожих, произведенных в одной стране с одинаковыми правилами растаможки и доставки, а потому что Bajaj на российском рынке больше 10 лет и уже может себе позволить такую роскошь, как переплата за бренд. Может, конечно, он выглядит невзрачно, и слава богу, потому что в данной ситуации на него никто особо сильно смотреть-то и не будет. Ну, припарковал ты его где-то там у озера, либо у дач, либо куда приехал. Такие, ну, мопед и мопед, ну, что это такое? Прям неизвестная фирма какая-то. Зачем? Пусть стоит. То есть привлекать внимание к людям, которые захотят его спереть, он точно не будет. А вам это только на руку. Подводя итог, ТВС HLX 150X это уникальный, утилитарный мотоцикл, который создан для тех, кому нужен надежный, неприхотливый и универсальный мотоцикл. И для тех, кто не готов покупать мотоцикл в ипотеку лет на 10. Для начинающих, для пенсионеров, народный, настоящий народный аппарат. Он прямой конкурент Bajaj Boxer 150, он такой же добротный по качеству, и у него такие же характеристики, но стоит он на 10, а то и на 15% дешевле. И опять же, это очень важно для тех, кто такие
такие мотоциклы покупает. И, конечно, очень круто, что на российский рынок наконец-то обратила внимание компания ТВС, ибо у них довольно много интересных мотоциклов, подходящих для нашей страны. Ну, а на этом все. С вами был я, Алексей Кузнецов, журнал «Мотоэксперт». Подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки и не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч, пока-пока!